Когда я уже куплю нормальное освещение, как меня бесят тени у меня на лице. Хай, Барби! Хай, Кен! Рада приветствовать на канале Бульбина Долл. Как у вас дела? Как весна? Вы себя вообще хорошо чувствуете? У меня такая утомляемость. Я не знаю, день отработала и хочется спать. И все. Ничего не успеваю в связи с этим. Ну, это, походу, у нас у всех гормоны, нехватка витаминов. Вообще, я заметила, как весна, так в кукольном сообществе какие-то скандалы. Это явно весеннее обострение. Меня хейтили однажды в марте, мою подругу хейтили в следующем марте. Сейчас опять какие-то скандалы, в которые я уже не вникаю. Ну, короче, я списываю это на весеннее обострение. Ну, а пока все там друг с другом ругаются и сходят с ума, я предлагаю нам с вами рассмотреть кукольные относительные новиночки. Уже многие с ними играют во всю катушку. Я же только сейчас увижу эти новинки в распакованном виде и воочию. Та-дам! Вот они! You Create Barbie Basics 2026. На самом деле, я настолько ничего не успеваю по жизни, что у меня стоит прошлогодний набор, который я взяла себе, единственный, с белокожими куклами. Он полностью запечатанный, и я даже не посмотрела, ровные ли у меня куклы. Что это за выдержка у этой женщины? Вот скажите, вы так умеете? Все потому, что у меня нет времени нормально именно насладиться, и я жду момента, когда я захочу новых кукол и сесть прям покайфовать над этим наборчиком. Я реально в него даже не заглядывала. Я его сегодня для видео из шипера достала. Но мы сегодня не о том. Новые наборчики. Если в том году You Create Barbie Basics наборы были с 3 телами, с 3 головами, то в этом у нас Горынычи или Церберы. Он, конечно, с таким утверждением не согласен. А именно здесь в наборах одно тело и по 3 головы на набор. Я их уже привозила людям, но они поставляются в шиперах, поэтому я их не видела. А тут у меня подоспели наборчики, которые были куплены на разделы. То есть девочки поделили одна голова тому, тело другому. И коль мне их все равно нужно распаковывать и отсоединять, я решила, почему бы не воспользоваться случаем и не записать обзор для вас. Скажу сразу, у меня отношение крайне скептическое к этим наборам. Себе я ни один не брала, хотя, возможно, сейчас, когда я их начну рассматривать, мне захочется. У меня так было с белым набором прошлогодним. Настроена я скептически, никакого вау-эффекта не произошло, но посмотрим. Ну, а сильнее всех разочарован один небезызвестный товарищ. Вот он сидит. В наборах нет париков. Он просто сказал сразу, это говно полное. В общем, тогда головы здесь прошитые и одно тело на 3. Странное решение, уже многие негодуют, потому что скинтонов таких нет. Кстати, да, я предупреждаю, на этом обзоре не будет подбора тел, потому что из меня гибридизатор так себе. У меня нет такого разнообразия йог, чтобы посравнивать. Разве что, насколько я знаю, вот это к теннисистке подходит. Вот к теннисистке могу приложить. А афро и латин, ну, у меня точно даже искать нет смысла, ничего подобного. Так что мы просто посмотрим наполнение этих наборов. Наверное, обзор будет долгим, потому что я хочу сразу одним махом с вами рассмотреть все 3 штуки. Надеюсь, вы не против. Кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я уже когда-то устраивала опрос, как вам бы больше хотелось видео смотреть, большое или поделенное на части. Вы тогда голосовали, что лучше одно большое, но большое большому рознь. Когда это часовое видео, это реально удобно. По вашим активностям я бы так не сказала, что вам удобно. Вечно вас упрашивать приходится и комментарии писать, и лайки ставить. Кстати, поставьте, пожалуйста, лайк авансом, вы уже забудете же в конце. Я какая-то агрессивная, блядь. У меня тоже весеннее обострение. Ну, давайте по порядочку рассмотрим каждую коробочку, а потом уже будем по очереди каждый распаковывать, менять эти головы туды-сюды, переодевать и так далее. Как мы видим, коробки намного меньше, чем прошлогодние. Ну, как бы разница налицо. Ну, оно как бы и ясно, потому что здесь одно тело и меньше аксессуаров, одежды и так далее. Вроде бы, да? Ну да. Мне нравится вид этих коробок. В принципе, как у всех бейсиксов, предыдущих и новых тоже, но об этом где-то в следующих видео. Очень сдержанный дизайн, ничего лишнего, черный фон, белый текст, симпатичное окошко с куклой. Кстати, это хорошо, что хоть одну голову можно увидеть.
И здесь мы уже видим Мишель Молдик, которая, походу, фаворитка у всех. Я еще не определилась, если что. Рядом изображение двух других вариаций. Куклы, которую мы соберем в этом наборе, с другими головами и комбинациями одежды. Название You Create Barbie Basics. Кит 1. Первый, второй, третий. 3 набора выпущено на данный момент. Здесь то, что включено в набор, все его составляющие, то есть 3 головы, тело, 1 комплект одежды, 2 комплект одежды, 2 обуви и куча всяких аксессуаров. Куча. Стоимость этих наборов на старте была по $55, если я не ошибаюсь, или 54. Без учета доставок, налогов и всего на свете. Сама себя перебиваю. Это потому, что Альбина, Бульбина, Бубенита, мы все здесь живем и все хотим выступать перед вами. Так это, мини-инструкция типа «Строй, стилизируй, позируй». И показано, как надеть голову, вставить сережки. Это очень сложно, конечно. По бокам Barbie Signature, You Create Barbie Basics, Kit 1. Здесь то же самое. Сверху то же самое. Снизу, как всегда, неинтересная информация о том, что Mattel молодец, это все изготовил в 26 году. Точнее, Mattel это все придумала, а китайцы собрали. Но не суть. На задней части коробки девиз серии Basics, в принципе, кастомизируй, персонализируй, играй. Мы это уже у меня на обзорах слышали и видели 100 раз. Изображены вариации этих кукол, разные комбинации нарядов с разными головами, разными аксессуарами, и тоже дублируется то, что спереди. Наполнение, как одеть голову, куда вставлять серьги. Кстати, Mattel обещает более 150 вариаций, сочетаний этих аксессуаров, голов. Конечно же, это пиздеж. Они, скорее всего, за один образ считают, то есть стоит кукла в обруче, сняли обруч, это 2-й образ, сняли серьги, это 3-й образ и так далее. Я уверена, мы с вами попробуем посчитать примерно, что у нас получается. Они в прошлогодних наборах обещали очень много. Вы пересмотреть где-то здесь по ссылочке можете, там я бомблю бесконечно. Так вот, и сзади текст. Дайте волю своему внутреннему творцу с набором You Create Barbie Basics, нейтральные Kit 01. Создайте свою собственную куклу Барби. Затем оденьте ее в одежду и аксессуары, вдохновленные нейтральной цветовой палитрой, которая является вневременной, универсальной и непринужденно шикарной. Комбинируйте наряды и меняйте головы кукол, чтобы создавать бесчисленное множество образов снова и снова. Да, бесчисленное это 1, 2, 3. Это очень много. Мы все тебе верим, Mattel, конечно. У всех наборов коробки не отличаются ничем, кроме, конечно же, изображения кукол, которые в него входят. Если там у нас латино девочки, здесь афро и все то же самое. Собирайте, вот такое получайте. Здесь у нас афро-куколка. Какой у тебя молот, блядь. И 2 другие головы. Текст тот же самый, только указано нейтральный набор 02. В общем, все то же самое. И 3-я коробочка. Видим здесь куколку на молде Фрида. Ту же инструкцию, только с белокожими девчонками. Все то же самое. Дизайну коробок ставлю 10 из 10. Лаконично, прикольно. Для детей инструкции нарисованы. Теперь и мы тоже знаем, куда вставляются серьги. В общем, все ок. И да, забыла сказать, что серия Basics 26 года, то есть это и куклы отдельные, и эти наборы, выполнены в нейтральных бежевых оттенках. Если прошлогодние и наборы, и Basics были все в классике черной, то эти у нас бежевенькие. Я бежева мама, у якої весь інтер'єр, іграшки дитини та одяг в бежевих тонах. Нашого синочка звати Беженець. Єдине, що в нашій сім'ї не бежево, це завжди синій тато. Ну что ж, давайте пересаживаться, все это распаковывать и рассматривать крупным планом. Так, вот мы пересели, чтобы распаковывать, рассматривать эту прелесть. Покажу вам на примере одной коробочки, как он распаковывается, как выглядит коробка распакованная, а дальше быстренько-быстренько будем уже рассматривать наполнение и менять все детали. Так, открывается коробочка сверху, как обычные все Барби. Открываем. Оп. Здесь розового цвета внутренняя часть коробки, как бы за нее ухватиться. Вытаскиваем.
Так, и что мы видим? Коробка состоит из двух половинок. У прошлой их Ucreate была коробка целый шкаф, очень удобный для хранения. Здесь тоже более чем удобная коробка. Я бы себе такую одну оставила. Можно 4 куклы хранить или кучу одежды. В одной части коробки тело, единственное на всех Горынычей, с головой сразу в комплекте одежды, обуви с подставкой. А в этой части 3 пакетика с аксессуарами. Теперь нам это все надо откреплять и рассматривать. Что мы сзади видим? Ага, сзади мы видим инструкцию и сертификат. С этого традиционно и начнем. Сертификат ровно такой, как у Basics одиночных кукол, такой же, как и у наборов. Сзади ничего, бумага плотная, рельефная, надпись Ucreate Barbie Basics и, в общем, стандартная бумажка о том, что нас не наемахали. Инструкция сложенная в 3 погибели, разворачиваем ее. Здесь мы видим якобы все вариации кукол, как можно собрать конструктор. Я так понимаю, 2 пары обуви, 2 верха, 2 низа, комплект украшений входит. Ну и 3 головы и тело с одной подставкой. Сзади то же, что мы видели на коробке. Как надевается голова. Напоминаю, что у всех бейсиксов и одиночных, и у наборов новый механизм простого снятия головы. Здесь как ее одеть? Понятно, берем одежку и превращаем в куклу. А здесь как она может позировать? Очень сложно. То, что включено, 3 головы, как я говорила, топ. Ну, это мы сейчас все будем рассматривать в реальности, а не на картинках. Ну и, в общем, типа, можно 3 вот таких куколки получить, если бы были тела на всех. Пакетики прикреплены просто резинками к коробке. Все легко снимается. Первый. Второй. Тут наполнение поменьше, чем в первом. Вот это все пустое пространство. Запаянное. И самый наполненный 3-й пакетик. Здесь я чувствую подставку. Вот она. И что-то еще. Что-то мягкое, кстати. Странно. Ну, я предлагаю с наполнения этих пакетиков и начать, а потом уже комбинировать разные варианты 150 обещанных образов, рассматривать головы и так далее и тому подобное. В первом пакетике было 2 головы. Ну, одна ж у нас на теле уже в коробке, а здесь 2 головешки. В каждая в отдельном пакетике. За это плюс. Во втором черном пакетике был всего лишь вот этот еще один пакет с дополнительной одеждой, шорты и топ, как я понимаю. Больше там ничего. В третьем пакетике 3 пакетика, или даже 4, 5. 5 пакетиков в 3-м пакетике. Вот такая математика. 1 пакетик с вот этими великолепными сапожками. Каблуки уже загнуты. Классика, ничего нового. Такие сапоги только в черном цвете мы могли видеть в наборах Ucreate прошлого года. В белокожем, кажется, были такие же сапоги. Второй пакетик 3-го пакетика содержит основание подставки с креплением. Пакетик с очками и головным убором. Пакетик с заколочками и сережками. 2 цветов. 2 пары заколок и убогие серьги. Ну и самый главный, наверное, пакетик. Весь этот набор я готова купить все 3 штуки только ради этого пакетичка. Силиконовые резиночки для волос. Комплект. Платим $54 за силиконовые резинки. Между прочим, разных размеров. Вот это роскошь, это уровень. Таких аксессуаров мы нигде еще не видели. Куколка в коробке пришпандерена самым стандартным способом на вот этой пластиковой хреновине, силиконовых затяжках. Все это надо сейчас поотрезать и освободить куклу, чтобы все полноценно рассмотреть. Так, ну куколка, которую Mattel удосужился собрать за нас на свободе. Первое, что мне бросилось в глаза, что она очень вся хлипенькая и не тугие шарниры. Вся немножечко мотыляется. Ноги ходуном, руки тоже такие расхлябанные, в локтях разве что тугие. Нет, в одной руке здесь все свободно, вот тут тугой шарнир. И просто ходуном ходит голова. Вообще, она телепается из стороны в сторону. Ну да ладно. Ну, ее волосам, в принципе, могу только хвалебные оды петь, если бы они еще были не такие замочаленные. Очень-очень красивый цвет волос.
прошита она двумя цветами, таким русым и светло-светло-русые прядочки. Это смотрится очень красиво. Волосы очень блестящие, шелковистые. Мне нравится укладка, прическа. Ну, опять же, только вот здесь все закошлатенное. Ну, то такое, вычесать, помыть и вообще красивенько. Волосам ставлю этой головы твердый плюс, несмотря на их мочалистость. Мне нравится, как они выглядят. А если привести в порядок, повторюсь, будет вообще красотень. Первая голова из этого набора — это у нас Молд Мишель. Насколько я знаю, именно эта головушка фаворитка всея кукольного сообщества. Рассмотрим ее лицо поближе. У меня в руках, мне кажется, идеально ровный экспонат. Красивые брови с прорисованными волосками. Черные реснички вверху-внизу, такие густые, нарисованные. Золотистые тени, которые многим кажутся спорными. Мое мнение, это красиво, но на фотографиях будет люто бликовать. Вот на видео уже бликует, поэтому я понимаю, почему многие их решили стереть. Изящная красивая родинка на щеке. Приятнейшая помада такого пыльно-непонятного цвета. Я не знаю. В реале она более коричневая, на видео какая-то пыльная роза темная. Но цвет очень приятный. И в зависимости от освещения выглядит и воспринимается по-разному. Голова, я вам скажу, красивенная. Я аж сижу, слышите, поникший голос. Уже думаю, че себе взять такой набор. Опять деньги тратить. Но ёб вашу налево, нашу всех. Вот. Очень красивая голова. Уши проколоты. На шее у куклы золотистое украшение. Такая большая цепяра с огромным кулоном в виде буковки Б Барби. Прикреплено это все к ней резинками, но скоро мы все это снимем. Первый комплект одежды, входящий в этот набор, это у нас топ и длинная юбка. Топ асимметричного кроя, с одной стороны короче, идет на удлинение, завязывается на плече двумя длиннющими такими лямками. Застежек я не вижу, он просто натягивается и завязывается на плече. Топ белого цвета с принтом буквок Б и цепей. Похоже на ее украшения на шее. В двух цветах, светло-бежевые и светло-коричневые, эти буковки Б. И вот какие-то, то ли это похоже на очки, на маску, на все подряд. И на цепь тоже. Длинная юбка с разрезом сбоку. Из 3 цветов. Ну, кстати, юбка мне нравится. Топ не очень, по крайней мере, в сочетании с этой юбкой вообще никак. Померяем потом другие варианты одежды, точнее, комбинации одежды. На ногах такие белые перламутровые босоножки с какими-то заклепочками. Такие точно только в черном цвете. Опять же, мы видели в наборе You Create, кажется, в латино. Это латино, то латино, такая же обувь. Слишком много повторов, вам так не кажется? Тем более, что, ну, это же одна серия кукол. You Create Barbie Basics. Ну, бляха-муха. Ну, как бы такое. Обувь мне вообще не нравится. В черном цвете она выглядела очень даже хорошо. В этом, ну, что-то как-то дешевенько. Вообще, эта кукла намного красивее оказалась, чем на промо-фото. Мне прям понравилась. Голова конкретно. То, давайте ее менять как-то, образы. Примеряем вторую одежду, а потом уже и голову менять будем. Ну да. И считаем, что это лук номер 1 из 150. Конечно, все 150 я не буду вам показывать, но так, навскидочку посчитаем, да? Начала раздевать куклу и заметила, что я не сказала, что юбка сзади на липучке. И спереди тоже на липучке, только на той, которую все ненавидят. Она приклеена к телу, и видите, что остается. То есть опять вымывать куклу, чистить. Я такое не люблю. Я люблю достать и играться. В процессе вскрытия мои перчатки получили травму. Хорошо, что хоть не рука. Но продолжаю снимать так, мне лень надевать другую. В этом наборе первом высокое тело смуглого латино скинтона. Моя камера не очень реалистично передает оттенки, но знаю, что многие хотели в этом наборе использовать тело от Basics номер 1. Ну, я что могу сказать? Новый набор латино намного темнее, прилично. На камере, может, это и не так видно сильно, а в реальности очень. Basics номер 1 с желтоватым подтоном, это более красным. Ну, нет. Разнотон просто лютейший. Посадить эту голову на это тело, как видите, не выйдет. Ну, для кого разнотон существенен. Но такой лютейший разнотон и для меня был бы какой. Хотя я обычно не сильно придираюсь к этому. Тело по классике. Сколы, счесы, блестящие части пластика на матовых, наклейки, которые надо отмывать, разнотон плечей, предплечий легкий, разные материалы
материалы, ничего интересного. И расхлябанное все. Посмотри, я не прилагаю никаких усилий. То есть вы понимаете, насколько она прямо из коробки уже хлипенькая. И это... ноги еще куда не шло, у меня есть похуже шарниры. Вот, уже из коробки такое себе. Интересно, кукла нюдом входит в 150 возможных луков, которые заявляют Mattel? Я думаю, да. Второй комплект одежды состоит из такого вот золотистого топа. Я не люблю этот материал, а он используется и в новых бейсиксах во многих. Ткань шелестелка, не натуральная какашка. Вот, определение тканей от бульбины. От груди расклешенный, вверху на завязках золотистых, сзади на липучке. Кожзам довольно симпатичные шортики бежевого цвета с функциональными кармашками, за что большой плюс. Шорты крутые. Наденем это на куклу. Оп, вот вам и лук номер 2. Сапоги с кривущими каблуками прямо из коробки. Шорты, золотистый топ, золотистое странное украшение на голове. Украшение в виде обруча какое-то сомнительное, оно плохо держится, смотрится странно, какой-то странный многоярусный обруч. Но в хозяйстве, как говорится, пригодится. Я бы использовала его в каких-то странных образах, восточных или космических. Это бульбина. Сережки из комплекта сюда не подойдут, мне кажется. Будем мерить потом. Вот так. Хоба! Сменили обруч на очки, и вот вам лук номер 3. Сменили очечки на сережки, и вот вам лук номер 4. Добавили на голову заколочки, вот вам лук номер 5. И так можно считать и до 280, особенно если учитывать эти резинки, каждую резинку брать, считать за отдельный лук. Можно 150 насчитать. А по факту мы что имеем? 2 топа, шорты, юбка, то есть 2 комплекта одежды, 2 обуви, очки, обруч, заколочки, серьги, то есть 4 аксессуара и усё. Так что, как я и говорила, в принципе, за каждый лук это считается, то есть вот тут головы поменял, это уже 3 образа, не переодевая куклу. Потом в каждой голове топ поменял, вот вам еще образ и так далее. Серьги, кстати, полный отстой, мне не нравится, что это такое, что это за якорь. Кажется, такие серьги были у Holiday, Барби этого года, если я не ошибаюсь. Заколки милые, заколки нравятся, но, скорее всего, они идут не под каждую голову, не под каждую прическу. У нее пробор сбоку, ей хорошо. Ладненько, будем рассматривать головы, самое важное и самое интересное. На упаковку не пожлобились Mattel в этот раз. Мало того, что головы в отдельном черном пакетике, в отдельном своем 2 головы лежат в прозрачном пакетике, точнее, каждая в прозрачном пакетике, а еще и вот с вот такой клееночкой. Упаковки много. Итак, вторая голова. У нас на молде Анна Лара. И, кстати, она намного приятнее выглядит вживую, чем на промо, тоже, как и первая. Очень даже симпатичная. Мне начинает нравиться этот набор. У нее челка залаченная, дубовая, очень длинные, прямые, если их выпрямить, волосы. Пока что они все погнутые после упаковок, прошитые 2 оттенками. Странное сочетание, не скажу, что в моем вкусе, но имеет право. Никаких золотых акцентов у нее нет, поэтому она выглядит как-то... Макияж выглядит гармоничнее, чем у первой головы. Такое что-то около смоки айса. Ага, вижу, бликует. Тут капелька серебристых теней в уголке глаза, типа такой хайлайтер. Но этот акцент приятный, и даже если он будет бликовать на фотках, это будет выглядеть как просто хайлайтер. Цвет помады такой же, как у первой куклы, мне кажется. А ну-ка. Нет, у нее губы немного другого оттенка, хотя на камере почти одно и то же. Я уже подумала, что типа раскошелились на пакетике, будем месить одну краску. Еще что я могу сказать, у них есть разнотон в одном наборе у 2 голов, которые должны быть одного. На камере не знаю, насколько видно, но у Анны Лары скинтон немножечко темнее, чем у нее. Не то чтобы критично, но факт. А с телом что-то уже вообще разнотонит. Но, кстати, даже эта голова с телом разнотонит. Забыла это сказать. В общем, надеваем новую голову. Вот бы в жизни так. Натупила, наглупила, ошибок насовершала. Надену сегодня новую голову. Попробуем, что будет сегодня. Сейчас на ней, мне кажется, самые лучшие части этого комплекта. То есть очки, вот этот топ с буквами, шорты,
и сапоги. Вот такой образ мне, наверное, нравится больше всех. Кстати, у нее такая миниатюрная голова, что если очки носить сверху на голове норм, но на лицо они как бы очень большие. Прям это комично выглядит. Голова очень маленькая, опять же, не продуманная. Что, это образ? Нет, это я не считаю. Не знаю, какой смысл показывать каждый аксессуар на кукле. Вы это можете сами представить, но так и быть, ладно. Вот странный обруч. На ней он некрасиво смотрится, мне не нравится. Заколки к ее стрижке вообще ни к селу, ни к городу. И скатываются по волосам. Это обувь, ну она сама по себе дурацкая, и с каким топом и низом ее не надевай, она лучше от этого не начинает выглядеть. Смею заметить, что юбка вообще как бы на пышку. Она на этом теле высоком очень сильно телепается. Ну, ничего нового. Поэтому здесь и резинка, потому что если бы не было резинки, она бы приехала уже без юбки к нам в Украину, так точно. Не резинки, а липучку на теле, я имею в виду. Вот эту, которую нужно отмывать по-хорошему. Так что эти резинки в комплекте, ну, просто находка. Можно еще и фиксировать одежду, которая большая на это тело, ага. Вот такой лук я вам собрала. Такая Марфа Петровна идет доить корову по-нарядному. Этот топ вообще не сочетается с юбкой в моем понимании. Также он плохо смотрится с этим украшением. Слишком много всякого блестящего. Ну, юбка с сапогами имеет право. Хорошо. Сапоги подходят под все. И под шорты, и под эту юбку. Ну, а так в целом, ну, это ужас. Ну, третья головешка. Ну, тут, конечно, сразу ожидание, реальность по поводу прически. На промо мы видели вот такое красивое каре, а в реальности из коробки мы видим что-то непонятное, ультра залаченное нечто. Это просто шлем, можно постучать. То есть, опять же, прямо из коробки придется что-то менять, что-то переделывать, а я такое не люблю. Хотя видела у нашей Котвелиной Инстаграм. Это не реклама, если что. Просто хочу упомянуть, потому что она поменяла этой голове прическу, и у нее кукла такая вамп тигрица Р, что у нее я прям влюбилась в эту голову. Кстати, о голове. Это у нас Mold Mermaid. И она очень красивая. Набор в плане голов очень достойный. Правда, мне кажется, что она немного кривоватая, хотя с этими взглядами в сторону всегда непонятно. То ли это кривизна, то ли трудно для восприятия. Но все-таки легкая кривизна присутствует, мне кажется. Но она все равно очень симпатичная. Я просто не сильно придирчивая к кривизне кукол. Для меня это скорее изюминка, а не кривизна обычно. Не, ну конечно, если там вообще мопс приезжает вместо Барби, тогда да. Ну, тут, конечно, главный минус — это волосы. Они, конечно, прекрасного такого цвета, приятного, бордового. Но прическа... Ну, эта прическа мне вообще не нравится. А чтобы понравилось, это ее перемывать, переукладывать. Это все надо уметь. Моя перчатка продолжает доживать свои последние минуты. Макияж у куклы тоже без золотых каких-то акцентов. Коричневые брови, черные реснички, черная подводка, легкие коричневые тени. Помада... Почему-то у меня на камере кажется какой-то морковной. Не знаю, в реале она с розовинкой. Симпатичная голова, ничего не скажу. Но прическа отстой. Вообще такое впечатление, что произошла какая-то ошибка. Как будто бы, знаете, словесно дали команду: сделайте каре с подкрученными концами. Да, насяльника! И вот... в другую сторону. Ну, не уточняли, в какую сторону подкрученными. Ну, этой головушке, конечно же, идут массивные серьги, потому что короткая стрижка. Но эти серьги убогие и не перестают быть убогими. В общем, собрала вам еще вот такой лук. Перламутровые серьги под перламутровые босоножки. Все одинаково убогое, подходит, сочетается. Ну и мои любимые шорты с этим топом, который приличный. Ну, в общем, вот такая куколка. Мне кажется, ей не идет. Эту куклу теперь я вижу только роковой тигрицей. Ей нужно какое-то черное классическое вечернее платье. Что я вам могу сказать? По промо-фото моей фавориткой была Mermaid кукла. На втором месте была Нишель. На третьем Анна Лара. Она мне вообще не понравилась на промо-фотках. В реальности же на первом месте Нишель. Голова удачная, красивая, даже несмотря на золотистые тени. А если их убрать, вообще супер. На втором месте Mermaid. Она могла бы оставаться на первом, если бы прическа была такая, как нам обещали. Ну, а Анна Лара остается на третьем, но она намного более приятная, чем на промо. Вообще, будь у меня очень много денег и очень много места для кукол, возможно, я бы себе такой наборчик и взяла, вот этот латино. Но такое. Не то чтобы какого-то вау все равно
не испытываю. В общем, тут я уже даже не знаю, что вам еще показывать. Сочетание одежды, все возможные варианты я показала. Аксессуары показала, обувь показала, головы мы рассмотрели. Ну, в общем, вот моя фаворитка на своей подставочке напялила все элементы, которые мне больше всего нравятся в этом наборе. А вы, пожалуйста, напишите свой топ по этому набору, какая голова вам нравится больше, какая меньше. Мне, правда, очень интересно. По заказам сложно определить. Наборчики гребли неплохо так. А вот ради какой именно головы никто мне не сообщал. Так что напишите свои рейтинги, пожалуйста. Ну, а я тем временем приступаю к распаковке набора Create номер 2. Напоминаю, что второй набор у нас с Safra Skin Tone. Упаковка такая же, как у первого. Так что я быстренько все сейчас отсоединяю и смотрим. Так, что у нас по наполнению этого набора в пакетичках? Вот такой вот топ, кофточка коричневого цвета с бронзоватого оттенка обрамлением. Я думаю, это хорошо бы смотрелось с юбкой из предыдущего набора. Короче, чтобы собрать 150, и то не получится, но много луков, надо купить все 3 набора. И они специально одежду пораскладывали так, чтобы из второго набора сочеталась с первым, из третьего со вторым и так далее. И юбка бежевая, приятного такого оттенка, со вставкой из кожзама. Неплохая, неплохо, мне нравится. Ну, подставка, само собой. Очки, обруч. Обувь, как и в прошлом наборе. Опачки в афро-наборе на 1 аксессуар больше, чем в латин. Лакшери аксессуары, конечно же. 2 головы. Ну и куколка в сборе. На ней золотистый топ с объемными рукавами на резинках. Юбка с таким же принтом, как топ у кукол из первого набора. Но вместе это смотрелось бы очень наляписто, мне кажется. На ногах такая же обувь, как мы могли видеть в прошлых наборах. Create, опять же, только там она была в черном цвете. Я не понимаю, они тупо в эти наборы напихали ту же обувь, форму. Почему? Дайте что-то новое. Первая головушка из этого набора на молде Tango. Кстати, она тоже намного приятнее в жизни, чем была на промо-фото. Я вообще не обращала на нее внимания. Сейчас, боже, у нее такое приятное лицо. Макияжик очень приятный. Коричневые теньки, реснички, черные стрелки. На подвижном веке бежевые тени. Помада приятная. В жизни она чуть темнее, чем на видео. И скин-тон у нее темнее. Моя камера немножко высветляет. Очень все гармонично, красиво, мне нравится. Взгляд в сторону, карие глаза, такие аж оранжево-карие какие-то, сочетаются с ее волосами. Кстати, волосы у нас афро-кудри, прошитые 2 цветами. И на волосах резинка. Я, кстати, ее сначала изначально вообще не заметила, так что имейте в виду. Не забудьте снять резиночку. Ну, по классике уже висят раскрученные прядки. Я уже ничего не говорю. Я бомбила на прошлых наборах, так что к этим у меня не было каких-то особых ожиданий. Прическа крайне странная. Чуб какой-то, я не понимаю даже откуда он выходит. В общем, странная это челка, чубчик. Вверху волосы собраны в хвост, вот эти оранжевые. Ну, а здесь просто распущенные. Прическа странная, она какая-то опять клоунесса. Я шутила, что Клодет, клоунесса Basics номер 3. Цвет волос мне на промо-фото казался каким-то клоунским, как у Пеннивайза. Но вот пришла ей замена. Pennywise Volume 2. Мне совершенно не нравятся ее волосы, прическа и цвет. Какой-то говёный. А вот лицо очень приятное. Но, как я говорила, я не люблю менять кукол. Я бы себе такую не селила. А так, конечно, перепрошивать, и она будет красотка по моему вкусу. Уши пробиты. Ну и выглядит она как-то вот так в этом комплекте одежды и аксессуаров. Вторая голова в наборе у нас на молде L. Достаточно симпатичная. На голове также сеточка. Черные волосы, 1 в 1 прическа, как у русалки Ариэль по фильму. То есть это кудрявые волосы вот здесь, видите? А сверху пущены косички. Я с промо-фото думала, что у нее полностью голова в афро-косичках. Ну, а вот это решение меня убивает. Это смотрится отвратительно, мне не нравится. Лучше бы они, как я уже сказала, оставляли или только эти косички. И косички, кстати, говёные, как и у Ариэль, они расплетаются, ничем не прижженные
черные внизу, или бы оставляли еще лучше просто вот эти волнистые волосы черные без дурацких косичек. В общем, прически минус, мне не нравится. Также на лбу прорисованы вот эти уложенные гелем baby hair, как африканки любят укладывать. Мне это никогда на куклах не нравилось, это поскольку оно нарисованное, смотрится дебильно. Ну, молд L сам по себе очень красивый, на мой взгляд. Для тех, кто не успел взять себе L из первой волны луксов и из третьей, да, кажется, это находка. Я, например, не успела, и вот теперь заглядываюсь на эту голову, но волосы меня полностью отталкивают. Макияж, ну, такое, вкусовщина. Розовые тени, розовая помада, мне не очень нравится выбор помады. Родинка красивенько смотрится. Симпатичное лицо, симпатичная рисовка. Ну и из-за волос такое, конечно. Бог ты мой, какая кривулька, вроде бы. Сейчас рассмотрим. Хотела сказать, что вот эта защитная пленка в этом наборе, только на этой голове, на L ее не было. Ну, кривизна легкая-легкая присутствует. Пленки мне показалось сильнее. А так вообще все ровненькие, что в первом наборе, что в этом. По крайней мере, в этих конкретно наборах. Пусть всем так везет, кто их покупает. Это у нас голова на молде Pazette. Тоже достаточно симпатичная. И для меня открытием была длина ее волос. На промо-фото я как-то не обратила внимания. Достаточно длинные, светлые волосы, прошиты тоже несколькими оттенками. Очень сильно залачены у головы. Тут прям мыть надо. Это все коржом. Ну, а так смотрится симпатично. Такие волосы с афро-скинтоном красивенько сочетаются. Плюс эти золотистые тени. Конечно, бликующие, как и у Нишель с первого набора. Но неплохо. Коричневая помада, бровки красивые, симпатичная голова. Ничего не скажу. Кстати, по скинтону. Но вот... Если сильно хочется, мне кажется, можно эти головы посадить на баскетболистку Мэйтуну. Очень близкий скинтон. Она у меня, конечно, еще запакованная, не хочу распаковывать, но мне кажется, это имеет право на существование. Очень похож. Да, я бы, наверное, даже и посадила эти головы на нее. Для меня бы это не критичный разнотончик был. Он очень легкий. А с головой на камере не видно, но в реале сочетается очень... даже нормально. Ну, мне так кажется. Возможно, чуть-чуть светлее головы, но, как говорю, для меня это не критично. В этом наборе тело МТМ атлетичное. То есть это что-то среднее между пышкой и стандартным телом. Более подкачанные руки, ноги. Шире талия, меньше грудь. Я впервые держу такое тело в руках. И, наверное, задница побольше. Ну, в общем, разнообразие тел это хорошо, но не знаю. Неожиданно. Я думала, здесь стандартное тело. Ну, на такую вариацию лука мы посмотрели. Сейчас что-то поменяю, наворочу, накомбинирую. Юбки из этих наборов сидят крайне плохо. Как будто бы расчет, что оно все должно на пышку подходить, а в результате на высоком и этом атлетичном теле оно ходуном ходит. В общем, мне не очень нравится. Если фотографировать куклу, это поправлять просто каждую секунду придется эту юбку. И из предыдущего набора тем более. Видите, тут, ну, она очень большая. Мне приходится с таким нахлестом застегивать, чтобы это хоть как-то более-менее село. В общем, второй комплект одежды вот такой. Так-то он симпатичный, но, опять же, качество и размерчик неподходящий. Трэш. Они положили в набор обувь, которая не подходит к телу в этом наборе. Прелесть. Эту обувь в черном цвете мы рассматривали уже, как я сказала... роняю все. В прошлогодних наборах Create я говорила, что идеально она сидит на высокой и на пышке. У них стопа крупнее. На это атлетичное тело эта обувь вообще не подходит. Только стоять на полке, а так она слетает. Гениальное решение. Здесь всего две обуви, и одна из них не подходит к телу. Ну, у меня нет слов, честно. Мотел. Ну, в общем, это отстой полный. Так не должно быть. Я понимаю, что да, эту обувь можно забрать и надеть вот на эту куклу. Но взяли мы полноценный набор, например, там, я не знаю, ребенку взяли. У него только вот это одно тело, 3 головы, 2 обуви. Но он не может надеть на эту куклу эту обувь. Ну, это чушь. Ну, короче, я буду считать, что в наборе Афро одна обувь. Потому что она не подходит под эту куклу, которая в наборе. И вообще, я... тыкала в это в обзорах прошлогодних креатов. Они же тут, у них задумка в том, что можно комбинировать все на свете, все всем подходит. Берите обувь, надевайте и туды, и сюды, и на пышку, и на
петит. Но это все они так и не исправились. Ладно, петиток вроде нет в этих наборах, типа их можно проигнорировать. Но, блядь, положить обувь, которая не подходит конкретно к этому телу. В прошлогодних наборах хотя бы 3 типа тел было, и хотя бы к одной обувь подходила. Вся. Ну, короче, фу. Бомблю 15 минут на мотел, ничего нового. Кстати, это не украшение на шею, как мне сначала показалось, это браслет. Браслет, кстати, топчик. Люблю такое вот, как наручи. Кстати, это тело попалось мне с тугими всеми шарнирами, все в порядке, прям тугие, надо расшатывать. Вообще, в этом наборе мне, по-моему, в наборах мне больше всего нравятся заколочки. Сейчас я их, конечно, понавешивала все подряд, чтобы вам продемонстрировать, но вот они очень милые и прикольные. Ну, в общем, это типа второй лук. Ну, я не знаю, одежда в этом наборе намного слабее, чем в первом. Там, тащат сапоги и шорты, и ничего не поделаешь. Вот такую позетку можно собрать. Можно скомбинировать еще вот так, но, я не знаю, эта юбка так отвратительно сидит, какое-то попандополо. Мне не нравится. Серьги сносные, дешманские 2 куска пластмассы. Очки отстой полный. Там, видите, какая-то пористая краска или наклейка. Это выглядит, как будто ей накакали на очки, извините, и размазали. Обруч тоже сносный, но тоже такой тоненький, хлипенький. Ну и да, я не очень вижу смысл мерять аксессуары на эту голову. Обручу будет мешать челка, заколки тут особо никуда не прицепишь на афроволосы, такое. Фаворитку в этом наборе я даже не могу выбрать, честно. Так скучно. Нравится именно, если лицом, то L больше всех. На втором месте по лицу это Танго. По Z мне не очень нравится молд и рисовка. Такое, середнячок. Но я не могу поставить L на первое место из-за косичек, которые ни к селу, ни к городу поверх нормальных волос. У Пазет как раз-таки, наверное, самые интересные волосы в этом наборе. А тут волосы мне вообще не нравятся. Ни расцветка, ни прическа, ничего. Поэтому это перекрывает то, что у нее милое личико. Не знаю, если прям обязательно выбрать, то пусть будет L. Это просто потому, что я этот молд люблю. А ваша? Какая головушка, фаворитка? Пишите обязательно. Свой топ. 1, 2, 3 место. В общем-то, пусть хоть постоит в той обуви, которая слетает. Какой-то еще вот такой образ можно собрать. Не знаю. Этот набор какой-то вообще слабенький. Из-за этой обуви слетающей. Аксессуары на голову ниже качеством, чем в первом наборе. Просто такое положили, абы шо. Юбка, кстати, прикольно. Из того же материала, что эти шорты. Не суть. Такое. Этот набор афро точно проигрывает латино набору. Вообще, не знаю, как-то скучно, если в этом наборе голова не шель офигенная. Да и вообще все 3 головы, это такие молды, редкие, крутые. А тут, да, конечно, тут тоже не то, чтобы часто встречающиеся молды, я не знаю, как-то скучно. И одежда скучная, не за что зацепиться. Такое вот мое мнение. Так, и последний, 3 набор с белокожими куклами. Самый спорный, на мой взгляд. Комплектующие: подставка, резинки, серьги, 2 пары заколок, дополнительная обувь, обруч, очки. 2 головы. Надо же, я видела, что некоторым присылали бракованные наборы, в которых могли попасться 2 одинаковые головы. У нас пока такого нет, слава богу. Дополнительный комплект одежды в виде вот такой же кожзам юбки из того же материала, что шорты, и во втором наборе элементы тоже. Боди, прикольно. Я думала, это топ, а это боди. С тем же принтом, то и во всех наборах есть одежка. Готовая куколка в сборке. На ней золотистое ужасное ожерелье. Такое мы уже видели в прошлогодних наборах в серебристом цвете. Сносный или нет топ. Светло-светло такой пыльно-розовый. И какие-то ужасные штаны мне вообще не нравятся, из той же шелестелки, которую я терпеть не могу. И зачетные лоферы. Такие мы тоже видели в прошлогоднем наборе, только в черном цвете. Они мне очень нравятся. И в таком коричнево-бежево-непонятном оттенке тоже. Они прям зачетненькие. Первая голова в белокожем 3 наборчике. На молде Фрида. Голубоглазая, милая девочка. Очень симпатичная. Многим, я знаю, она понравилась.
понравилось. Русые волосы с пшеничными прядочками, как бы мелирование. Прическа странная, 2 непонятных завитка, сзади все типа прямое. Тут или крутить все волосы, или выпрямлять эти завитки, потому что это выглядит как чучело. У этой куколки совсем такой нежный макияж, светлые розовые тенюшки, приятная такая помада. На камере она розовит, но в жизни она более такая бежевая. Брови симпатично прорисованные. Ну, короче, такая. Эта голова мне нравится. Вторая голова в наборе. Молт Оливия. С нее уже многие смеялись. Кому-то нравится, но такие люди в меньшинстве. Кому-то совершенно не нравится. Вот такой я ее достала из коробки. Выглядит кошмарно. Странный выбор помады. Странные щетки, тени. Очень высоко задранные стрелки. Брови при этом вниз. Какое-то все, нелепое. Про волосы я вообще просто молчу. Мочалистая мочалка. Над ней работать и работать. Какого-то странного рыжего цвета. Все торчит. Я упала с самосвала, тормозила головой. Защитная пленочка также только на 1/3 голове. Это у нас Молт Милли. Когда эти наборы только были анонсированы, я у себя в Телеграме бомбила по поводу того, что в этот набор положили Милли, потому что в наборах молды все какие-то или коллекционные, и старые, и прикольные, редкие. А Милли уже всем катастрофически надоело, и я бомбила, что ее просто положили довесом в этот набор, но, честно сказать, она очень даже удачная. Такой рисовки с этими волосами она очень мило выглядит. Слегка косоглазая попалась в этом наборе, но не критично. Еще искажение камеры есть. Ну да, один глаз косит. Но в целом она миленькая. Опять же, эти золотистые тенюшки, бликующие, конечно. Но они прикольно сочетаются с ее голубыми глазами, блондом, волосами. Какой кошмар. Тут такая дыромаха на лбу по пробору. Боже, что за качество. Пипец, тут прям как будто шов и дырка. Ой, кошмар. Волосы однотонные, достаточно длинные, очень приятные и блестящие. Мне нравятся. Первый лук, напоминаю, вот такой. Комбинируем. В этом наборе у нас пышное тело, курви. И только в этом наборе есть защитный картон для шарниров в колене. Скинтон однозначно теннисистка, хоть к этому набору есть бюджетный донор. Когда видишь такие головы, не очень-то и надо, да? У меня эта куколка, для нее не существует донора, но вот она у меня на теннисистке, и совпадение со скинтоном из набора просто 1 в 1. Всем приветик от Вербены. Кто ее помнит по моему инстаграму. Нарядила я, значит, Оливку во 2-й комплект одежды. Честно, я даже не знаю, как это комментировать. Это какой-то ужас, по моему мнению. Серьги отстой какой-то. Это похоже на жемчужное щупальце осьминога. Заколочки в комплекте. 1 вот такая, 2 вот такие золотистые, 1 какая-то бронзовая, то ли коричневая, то ли бронзовая. Дополнительная обувь — это вот такие мюли. Не помню, были ли такие в прошлогодних наборах, но сразу вспоминаю, что точно такие, но фиолетовые были в фэшн-пэках с 2 цветастыми платьями. Короче, у меня есть такие фиолетовые. Не знаю, мне не нравятся вообще эти перламутровые аксессуары во всех 3 наборах. Они смотрятся очень дешмански. Опять же, это мое субъективное мнение. Боже, эта голова меня просто убивает. Я не могу. $54, здравствуйте, купите меня. Такой какой-то вариант возможен. Боди с брюками, с лоферами. Такое себе. Мне брюки не нравятся, даже несмотря на то, что у них функциональные карманы. Я думала, что обруч удачный, но нет. Он никак нормально не садится. Я пробовала по-всякому. Он очень объемный, топорщится, мне не нравится совершенно. Я в шоке, но в этом наборе мне больше всех нравится голова Милли. В сочетании всего, волосы, мейк и так далее, она мне нравится больше всех. На 2-м месте, конечно, Фрида. Красивое лицо, но меня бесит ее прическа с коробки. Опять же, надо что-то менять. И мне кажется, ей этот цвет волос не идет, ее бы перепрошить. А про Оливку без комментариев.
Очки в этом наборе сносные, но опять же такие мы уже видели в серебристом оттенке в прошлогодних наборах Create. Короче, мне так не нравится низ одежды в этом комплекте, то есть брюки и юбка, что Милюха пусть у меня постоит в каком-то пляжном варианте в бодике. Ну, короче, что я вам могу сказать? Как бы много я не плевалась на прошлогодние наборы Create, я вынуждена признать, что они лучше, чем наборы этого года. По крайней мере, сама задумка. Там мы хотя бы получали 3 куклы, реально комбинируй головы, парики. Это было круто, оказывается. Но там, конечно, и цена была $100, а здесь 54, но на них уже дают скидки на эти наборы. На Амазоне там можно по 49, кажется, было брать. Ну, такое. Мне непонятно, как изначально при анонсе, так и до сих пор. Сама задумка. На тебе тело, 3 головы. Не знаю, я люблю куклу на полку поставить, любоваться. Для меня такие наборы не имеют смысла. То есть надо искать еще 2 тела для всех голов. Ну, лидирует Латино набор. Это однозначно. И он даже, знаете, стоит $54. Его стоит брать, рекомендую и советую. Настолько красивая Нишель голова, настолько красивые 2 другие головы. Аксессуары классные. Он прям крутой. На втором месте, наверное, афро набор для меня. И на 3-м белые. Хотя, если честно, афро и белый разделяют одно место. Что-то мне, никак. Повторяюсь, что прошлогодние мне теперь уже кажутся интересными по сравнению с нынешними наборами Create. Тем более, что прошлогодние можно было выхватить уже там перед солдаутом вообще за копейки. Я свой белокожий набор меньше, чем за 2000 гривен купила. Извините, 3 куклы полноценные с 3 комплектами одежды и аксессуаров за 2000. Вот это было круто. Эти наборы тоже, наверное, будут на больших скидках. Я, наверное, себе как раз на скидках приобрету, наверное, целый набор Латино. Остальные меня не интересуют. Мне они не нужны. Поделитесь своими впечатлениями, мнением, что думаете. Как вам задумка с Горынычами трехголовыми? Может, кто-то из вас, наоборот, любитель одно тело делить на несколько кукол, пересаживать, типа экономия места, пространства и денег? В общем, рассказывайте. Буду рада почитать. Надеюсь, было интересненько. Мне было уж точно интересно порассматривать эти наборы. Напоминаю, что разделы таких наборов, возможно, у меня в Телеграме. Только по Украине отправка. В общем-то, надеюсь на вашу активность. Очень хочу узнать ваше мнение и ваш топчик по каждому набору, какая голова больше нравится, какой набор в целом больше нравится и так далее и тому подобное. Всем хорошего дня, спасибо за просмотр и до скорых встреч. На очереди у нас одиночные бейсиксы. Надеюсь, они нас всех порадуют. Пока-пока!